Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Обожаю этот момент. У Чонгука вообще ноль реакции на такое взаимодействие. Потому что это у них в порядке вещей. Девятое место. Хосок знает, как правильно. Восьмое место. Совпадение или нет? Одна из любимейших историй с исчезновением. Как говорится, поймут только те, кто красил губы после поцелуев. Чонгук обожает все, что связано с экстримом и получением порции адреналина. Он вполне мог бы осуществить еще одну мечту в свое удовольствие, но захотел создать на память совместный эпизод с Тэхёном, показать и поделиться его особым видом кайфа. Помочь окончательно избавиться от страха, чтобы высота ассоциировалась бы только с исключительно положительным мгновением. И, возможно, именно этот момент преодоления помогает Тэхёну там, где он сейчас. Тэхён сказал: «Мне страшно, когда я смотрю вниз с высоты». Чонгук ответил: «Смотри на меня, только на меня». Тэхёну больше не страшно. Он помнит ласковые слова поддержки, его руки на своей шее в успокаивающем для него жесте и огромную дозу эйфории и счастья после. Может быть, однажды мы услышим от них историю, как оно все было. Седьмое место. Лучший наездник навсегда. Шестое место. Поведение пары. Да просто нервное окончание задел. Чонгук сказал: «С Тэхёном я счастлив». Пятое место. Счастливые влюбленыши или Чонгук, который хочет внимания своего Тэхёна.
Четвертое место. Забота. Я всегда сделаю так, чтобы ты улыбался. Третье место. Новости. Армия Бразилии пишут о том, что в сентябре будет запущена кампания BT-21 и McDonald's. Планируется выпуск фиолетовой коробки и много других вкусняшек не только для желудков армии, но и для наших сердечек. Спасибо Тэхёну, теперь мы следим за картошкой фри в маке и малышами BT-21. Новый момент с концерта Гарри Стайлза. Чангук и Тэхён увлеченно общались во время концерта. Момент, когда Гарри ловко увернулся от подарка, прилетевшего на сцену, Чангук оценил и тут же повторил это движение для Тэхёна. Вы уже наверняка прочитали статью, которую выпустил журнал в Корее. Обычно я не заостряю внимание на таких вещах, но черт, зацепил-таки этот настолько протертый до дыр стереотипный образ Чангука как альфы-самца и Чимина нежной омешки. И эта фраза «Чангук, который не может выпить даже бокал алкоголя». Что, простите? Автор статьи вообще хоть немного осведомлен о том, кто такие Чангук и Чимин на самом деле. Окей, Чангук, у которого дома розовая микроволновка, Hello Kitty, полный холодильник виски. Он весь в тату, катается на байке, при этом носит длинные волосы и выглядит максимально нежно. Чангук, который прыгает с парашютом, ничего не боится, но при этом остается самым трогательным существом на планете. Чимин, который самый страшный в своем гневе участник, с черным поясом по тэквондо и кэндо, но при этом самый дружелюбный человек в мире. Чимин – невероятно сильный человек, которого хрен сломаешь, но с внешностью ангела. Они такие разные, разносторонние, многогранные, с множеством красок и оттенков. А их описали настолько примитивно и ванильно, что прям тошнит от приторности. И дело тут даже не в намеке на Чагу как парочку с химией, а в неуважительном отношении что к одному, что к второму. Личности парней просто стерли, использовали их имена для статьи, которую сейчас обсуждает каждый второй в фандоме, и возникает чувство, что кто-то очень постарался, чтобы этот бред заказать, иначе у меня нет никакого объяснения происходящему, учитывая, что в Корее адекватный журнал. Этот прыжок Чангук и Тэхён запомнят на всю жизнь, ведь самые прекрасные и яркие воспоминания создаются только с любимыми людьми. Статья была удалена. Я всегда задаю себе вопрос, когда всплывают вот такого рода косяки со стороны журналов и СМИ, а куда смотрит руководство. Неужели такая сомнительная статья, которая проходит как минимум проверку и получает согласование от редакторов на ее публикацию, не вызвала никаких сомнений? А потом вспоминаю, что пресса продажна и влиятельные журналы с громким именем не исключение. Те, кто еще недавно писали лестные слова о Тэхёне, просто закопали свою репутацию глубоко в землю. Сеул, район Мёндон, здание Лэма Идион. Огромный баннер с Чангуком красуется в локации, где в скором времени пройдет выставка Golden. The Moment. Величественно.
Мне кажется, вы стали забывать. Тэхён не мог оставить вас без этих кадров. Ловите. Намджун в Инстаграм. 1 год с короткой стрижкой. Фанбаза Тэхёна в честь открытия выставки Type 1 в Лос-Анджелесе предлагает скидку на тур по городу, чтобы посетители выставки могли насладиться пляжем на велосипедном такси, слушая музыку Тэхёна. Водитель велосипедного такси, послушав музыку, сказала, что Тэхён похож на Элвиса Пресли. Фанатка из Сирии написала трогательное сообщение: «Дорогой Тэхён, я никогда не забуду, как во время кризиса с сирийскими беженцами ты и члены ВУГа носили браслеты ЮНИСЕФ, чтобы поддержать сирийских детей-беженцев». Permission to Dance on Stage Seoul находится на рассмотрении. Значит, в скором будущем мы получим все закулисье, некоторые кадры можно уже увидеть. Я так ору с фанатов. В сеть слили личные данные Чангука. В Твиттере публикуют обращение правительства и Министерства иностранных дел. Сделайте все возможное для обеспечения того, чтобы учетная запись, из которой намеренно происходит утечка личной информации, не нанесла вторичного ущерба. Пижамы в своей одержимости и токсичности настолько перешли черту, что решили поквитаться с вигукерами, сделав мишенью именно Чангука. Дайте мне 100 стриминговых скриншотов, и я начну с раскрытия его паспорта. Если крысгукеры, речь о вигукерах, не прекратят свою одержимость Чимином, я раскрою все, что он делал, когда ездил в Катар. Эту учетную запись уже заблокировали, но скрин паспорта остается в сети. Нет ничего прекраснее, чем это. Любимый рюкзачок Чангука.
Всем вигукерам привет. Про этот документ, паспорт, могу сказать вот что. Здесь имя написано неверно, со множеством ошибок. Совпадают только первая и последняя буквы. 6 букв не соответствуют. Джон Джен, в то время, как его имя пишется Чон Чангук. Так пишет сама компания, так пишет сам Чангук. Не должно быть секретом, что и компания, и ребята пишут так же, как написано в документах. Так что переживать за слив информации и данных Чангука не стоит. Такие документы, говорят, раньше в Москве у входа в метро продавали каждому желающему. Кстати, человек, который слил, не дурак, специально неправильно написал, чтобы к нему не было претензий со стороны закона. Теперь про статью «Броманс». Название статьи от слова «бро» как раз и говорит об отношениях без романтики. Хотя кому это надо? Вижу, что перевод читали, возмущались СМИ и переживали за Чангука, что будут говорить солдаты, с которыми он служит. С начала релиза вы видите, в каком ключе рекламируют это шоу, поэтому и СМИ используют направление, заданное компанией. При этом вполне возможно, что текст предоставила компания. СМИ тоже боятся закона, тем более писать о знаменитых на весь мир айдолах. СМИ делают свою работу, им тоже нужен хайп, но без участия компании такие статьи клепать не будут. Поэтому возмущение не имеет смысла. Да и насчет того, что там солдаты будут думать о Чангуке, вообще не нужно волноваться. Солдаты сами, своими глазами видят отношения Чангука и Чимина. И видят, что там романтикой даже не пахнет. Вы же в курсе, что за 2023 год они виделись только на съемках, на работе. Где-нибудь вне работы кто их видел? Никто. Вот и в армии то же самое. Тем более, что даже в каждом батальоне, и роте, или бригаде не менее 200 человек, и Чангуку есть с кем пообщаться. А то в Курятнике думают, что во всей 5-й дивизии только они двое, даже командиров нет. На встрече Джина вы сами были свидетелями близких отношений Чангука и Чимина. Так что за армию точно не стоит переживать. Да и к хейту они привыкшие, наверное, смеются над потугами этих дурочек. Taekook Forever. Моя зона комфорта. Фанаты, которые посетили кафе, где фан-база Тэхёна проводила вечеринку в США, поделились фотографиями. Такие классные подарки ожидают армию. Компакт-диски Slow Dancing, альбом Малайова, подстаканники от Compose Coffee. Также одна из фан-баз отправила чудесных маленьких мишек и таблички с фото Тэхёна. Возле столика стоит папка, где армии могут оставить послание Тэхёну, и после мероприятия эта папка будет доставлена в Корею. Начнем день с милого недовольного Чангука. Эту дурочку заблокировали в Твиттере, но она пришла в Инстаграм. Чангук, я наврежу тебе, я знаю все о тебе. Фото, предположительно Чангука, снятое с Асеном. До каких пор реальные угрозы будет игнорировать компания? Верните уже этих соулмейтов домой.
BTS становится первой и единственной азиатской группой в истории Spotify, которая превзошла 40 миллиардов прослушиваний в своем профиле Spotify, следуя всем дискографиям. Чонгук переживал, что не успел записать клип на песню для ARMY «Never Let Go», но за него это сделали фанаты. Детский танцевальный коллектив в ТВ из Нагои исполнил челлендж под песню Чонгука. Общежитие, на которое жаловались родители New Jeans, оказалось тем же, в котором жили BTS. Недавно родители участниц New Jeans рассказали о плохих условиях проживания в общежитии, в котором они жили во время тренировок, и выступили в поддержку генерального директора Дор Мин Хи Джин. Мать Минджи подробно описала трудные условия в Source Music. Начав стажироваться в возрасте 13 лет, Минджи жила одна в общежитии, где была плесень и тараканы. Ее мать описала шок от обнаружения этих условий год спустя, так как родителям не разрешалось входить в общежитие. Участнице New Jeans часто приходилось добираться домой поздно ночью, иногда после 2 часов утра, без охраны. Недавний пост в социальных сетях показал, что общежитие, в котором когда-то жила Минджи, было тем же, которое использовали BTS во времена их стажировки. Согласно посту, здание было передано Source Music и раньше использовалось BTS. Пользователь, поделившийся постом, отметил: Мин Хи Джин, верящая в шаманизм, или родители позволили им оставаться в общежитии, думая, что они получат энергию BTS. Комментарии корейских пользователей. Перестаньте так много упоминать BTS. Вы знаете, что люди просто начнут обвинять ARMY в нападках на девичьи группы, называя нас токсичным фэндомом. Похоже, что шаман сказал вам жить там. Перестаньте использовать BTS в ваших ссорах. Я могу подтвердить, что я ARMY, но мне очень не нравится New Jeans. Не приплетайте BTS. Ссорьтесь между собой. Не упоминайте BTS. Комментарии международных пользователей. Комментарии корейских пользователей на этот раз, на удивление, разумны. Похоже, что они не поддаются провокации. Если у родителей были такие большие проблемы с этим, они должны были сделать больше для своих дочерей. Сейчас, когда они больше там не живут и имеют роскошное общежитие, говорить об этом бесполезно. Хотя BTS сейчас в перерыве, похоже, что им никогда не удается отдохнуть. Итак, родители New Jeans делают вид, что они не участвовали или не несут ответственности за своих детей, когда те были стажерами. Понял? Это начинает звучать как попытка найти хоть что-то, на что можно пожаловаться. В конце концов, это выбор самих стажеров пройти через это. Да тут кое-кто зависим. Хит BTS Butter получил бриллиантовый сертификат в Японии, набрав более 500 миллионов прослушиваний. BTS продолжают добиваться успеха, подтверждая свою глобальную популярность. Сегодня Японская ассоциация звукозаписывающих компаний объявила о сертификации в категории стриминга за июнь. Группа получила бриллиантовый сертификат за свой хит Butter, поскольку он достиг отметки в 500 миллионов прослушиваний в Японии. Японская ассоциация звукозаписывающих компаний ежемесячно выдает сертификаты на основе совокупного количества прослушиваний песен. Существует 3 уровня сертификации: золотой – 50 миллионов прослушиваний, платиновый – 100 миллионов прослушиваний и бриллиантовый – 500 миллионов прослушиваний. Это второй бриллиантовый сертификат BTS после Dynamite, доказывающий, что песня по-прежнему является хитом в Японии. Есть что-то такое очень особенное в улыбке Тэхёна.
Этот выход не дает мне покоя уже 2 года. Он настолько шикарен, что я просто не могу. Однажды Тэхён написал Чонгуку: «Давай выпьем твои 50 бутылок». А потом на другом лайве Чонгук показал свой бар, и стало понятно, почему именно 50. Хасок лайкнул публикацию Тэхёна с Гавайев. Они такие милые. Второе место. Это так интимно. Сексуальное напряжение между ними не шутка. Чонгук замечает только Тэхёна. Первое место. Реакция Чонгука по поцелуй Тэхёна. Почему я тоже стесняюсь? Топ моментов, которые не дают покоя кое-кому. То, как Тэхён слушал Арми, которая ему говорила, что Тэйкук – самый лучший юнит. И мы абсолютно согласны. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.